Всем привет! Меня зовут Алина, добро пожаловать на мой канал. Это видео целиком и полностью будет посвящено теме волонтерства. Я расскажу о том, как я с этим связана, как я начинала, с каких мероприятий и как о них узнавать. Я расскажу на собственном примере, что получают волонтеры взамен своей работы. По сути, мой личный опыт связан с участием как в маленьких локальных акциях, так и в крупных международных соревнованиях, но на территории России. Я знаю, что многим из вас также интересна тема волонтерства за рубежом, поэтому об этом тоже обязательно поговорим во второй части этого видео. Если вам интересна тема волонтерства, если вы хотите стать одним из них, продолжайте смотреть это видео. Моя история волонтерства начинается в 2011 году, когда я поступила на первый курс Волгоградского государственного университета. На тот момент в ВУЗе уже был создан волонтерский центр, но занимались они в основном проведением совсем маленьких небольших акций. В основном это были поездки в детские дома, дома престарелых, онкологические центры. И я сама с этого начинала. Мы ездили в такие заведения, мы устраивали концерты бабушкам, дедушкам, мы дарили подарки детям на Новый год и выступали для них, сами очень сильно от этого заряжались. Были периоды, когда я даже стояла в торговых центрах Волгограда рядом с ящиком для пожертвований, опять же от лица волонтерского центра, и мы собирали деньги на животных из приюта. Мы собирали деньги на лекарства, памперсы для больных детишек и тому подобное. И вообще вот такое вот социальное волонтерство, оно очень значимо, оно всегда ценится, поэтому если вы не знаете, с чего начинать, начните с этого. Как вариант, вы можете собрать инициативную группу из ваших знакомых, это могут быть родственники, коллеги, соседи. И за 2 месяца до Нового года примерно можете связаться с одним из детских домов в вашем городе. Позвоните им, скажите, что вы хотите быть Дедами Морозами для детей. Воспитатели охотно, в принципе, соглашаются, они могут отдать вам реальные письма детей, которые они написали Деду Морозу, и вы можете исполнить их мечты. Обычно они не просят много, просто это может быть, не знаю, пазл с лошадкой или шоколад с клубникой. Дети не просят ни айфоны, ни айпады, но дарить такие персональные подарки гораздо приятнее, чем какие-то нейтральные, которые есть у всех. Как только я поступила в университет, мы почти сразу же узнали о том, что наш волонтерский центр выиграл право на подготовку волонтеров к Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи в 2014 году и стал одним из 26 центров по всей России. В этом плане мне очень крупно повезло, потому что с этого момента началась череда просто крутых мероприятий, о которых мы узнавали самыми первыми. Это были 500 дней до игр, год до игр, 100 дней до игр, и, соответственно, мы праздновали почти каждую крупную дату. Обычно это были какие-нибудь концерты, приглашали известных исполнителей, устраивали забеги, мы стояли с табличками, которые нужно было переворачивать, нас снимали с квадрокоптера, и получалась какая-то картинка. Плюс с этого момента в самом Сочи тоже начинались тестовые соревнования. Объекты потихоньку достраивались, и нужно было их тестить. Так я побывала на Кубке Федерации по фигурному катанию в 2012 году и Кубке Первого канала по хоккею в 2013. Моим самым первым крупным мероприятием стал саммит АТЭС во Владивостоке. Это было в августе-сентябре 2012 года. На саммит приезжали лидеры разных стран, включая нашего президента. Я лично работала переводчиком транспортной службы. Мы помогали гостям-иностранцам, отвечали за работу транспортной службы. И вообще, так как я по образованию переводчик, я почти всегда выбираю функцию, связанную с языком. Либо я работаю переводчиком непосредственно на каком-то объекте, либо атташе какой-нибудь сборной, если это спортивное мероприятие. Как я попала на саммит? На самом деле это было в конце моего первого курса, и на тот момент организаторы саммита уже знали, что в России есть 26 центров подготовки. И поэтому помимо местных ребят из Владивостока, которых было очень-очень много, по сути все остальные места были как раз-таки распределены между вот этими центрами. И так вот наш университет получил квоту аж в 5 человек, и нужно было определиться, кто поедет.
Я считаю, что к тому моменту я уже, в принципе, заслужила доверие директора волонтерского центра, потому что весь год я участвовала почти в каждой акции, вот, показала себя активным, ответственным человеком, меня позвали. Вот, тем более у меня было свободное знание английского языка, и оно там очень сильно пригодилось. Перелет до Владивостока нам оплачивал университет. Все остальное — это проживание в общежитии университета, питание, проезд на общественном транспорте. Все это оплачивали организаторы. Из личных денег, сколько я потратила на поездку за целый месяц, ну, наверное, около 3000 рублей чисто на сувениры и на японскую косметику. И, кстати, на саммите только для волонтеров сделали закрытую вечеринку с Алексеем Воробьевым. Я прям помню, как я стояла возле сцены, и он попросил спеть меня в микрофон. Ну а в конце саммита президент нашей страны решил тоже поблагодарить всех волонтеров и подарил всем трехдневный круиз на лайнере в Японию. Мы, к сожалению, воспользоваться предложением не смогли, потому что не у всех были с собой загранпаспорта, плюс у нас были обратные билеты уже в Москву, но, тем не менее, многие местные ребята из Владивостока с удовольствием сплавали, посмотрели новую страну. После саммита звать на мероприятия меня стали чаще. Так я как раз-таки побывала на тестовых соревнованиях в Сочи, на Кубке мира по биатлону в Ханты-Мансийске, на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве и на универсиаде в Казани. И вообще весь тот период подготовки к играм в Сочи был очень-очень значимым для нас, потому что мы все понимали, к какой цели мы идем, и мы все очень ждали февраль 2014 года. Сейчас я буквально пару минут расскажу вам о том, как проходил отбор на игры в Сочи. Он начался за 2 года до игр, то есть в феврале 2012 года. Подать заявку мог любой желающий от 18 до 80 лет онлайн. После этого, спустя какое-то время, на почту приходили различные онлайн-тесты на личные качества, по английскому языку, тоже все нужно было выполнять онлайн. Я не могу сказать, что знание английского языка было каким-то решающим, просто, наверное, организаторы хотели знать, какой у вас уровень, чтобы понять, какую функцию они могут вам предложить. Потому что были спортивные волонтеры, например, это те, кто должны были, в принципе, сами заниматься каким-то спортом, то есть уметь стоять на лыжах или на сноуборде, или уметь хорошо кататься на коньках, например. Они обслуживали сами объекты, то есть помогали там, если что, палочки, грубо говоря, расставить. Вот. Были функции переводчиков. Логично, что им не нужно стоять на лыжах, но нужно знать английский язык в совершенстве. Вот. Примерно через год предварительно одобренным кандидатам начинали приходить приглашения на очные тренинги. У нас в университете было организовано 4 или 5 потоков обучения волонтеров. Приезжали ребята на 3 дня, с утра до вечера, проходили занятия, проходили тренинги. Ребят проверяли на стрессоустойчивость и толерантность, на навыки лидеров, наоборот, умение работать в команде. И спустя еще полгода всем успешно пройденным кандидатам таких тренингов приходили, как мы их называли, письма счастья, потому что в теме письма прям было написано «Сочи говорит тебе да», и это уже означало, что тебя точно берут, и ты можешь начинать морально готовиться. Ну и давайте на примере Сочи разберем, что же получают волонтеры за свою работу. Опять же, проезд из Волгограда в Сочи нам был оплачен университетом, все остальное было оплачено организаторами Олимпийских игр. Это было проживание в пансионате «Фрегат», питание во время смен на объектах, в выходные дни в пансионате, соответственно, проезд был везде бесплатный на общественном транспорте по аккредитации, плюс, конечно же, мы получили форму. Форма была довольно хорошая, это была зимняя куртка, шапка, кепка, перчатки, штаны, ветровка, 2 или 3 кофты, дорожная сумка, поясная сумка, рюкзак, кроссовки, в общем, все, что нужно.
Плюс на самих объектах руководители дарили нам тоже периодически какие-то подарки. Это были часы Swatch с олимпийской символикой, ну и, конечно же, билеты на соревнования. Так я побывала на церемонии открытия игр, на фигурном катании, керлинге, женском хоккее, скелетоне, биатлоне. В общем, много всего посмотрела, и это все абсолютно за бесплатно. Как организована работа волонтеров? Обычно это график 5-2 или 2 через 2, и, если честно, это будет зависеть от вашей функции, потому что, понятно, если вы сопровождаете какую-то сборную, то работать вы будете побольше, потому что им постоянно нужна ваша опека, они не знают языка, им нужно сопровождение. Обычно у вас всегда есть смена, поэтому вы можете договориться со своим супервайзером, кто сегодня выходит, кто сегодня отдыхает. После Сочи я даже подавала заявку, чтобы стать волонтером на Олимпийских играх в Рио в 2016 году, и меня таки даже отобрали. Но в конечном счете я решила не ехать, потому что единственное, за что предлагали платить организаторы, это была форма, питание во время смен и проезд на общественном транспорте. Соответственно, перелет до Бразилии туда-обратно, проживание на протяжении, наверное, целого месяца, а как бы в период Олимпийских игр цены взлетают в 3 раза во всех отелях, хостелах и т.д. и т.п. И вообще все я должна была платить из своего кармана. Соответственно, меня это не устроило, потому что я бы даже страну толком не успела посмотреть, так как большинство времени я бы просто работала. Продолжая тему Рио, я вот так вот медленно подошла к теме международного волонтерства. Насколько я знаю, в настоящее время одной из самых популярных программ для международного волонтерства является EVS, это European Voluntary Service. Если вам от 18 до 30 лет, то вы можете поехать волонтером в одну из стран-партнеров. По сути, это вся Европа и не только. Полный список вы можете почитать на их официальном сайте. Я вот тут вот укажу ссылочку. Можете зайти ознакомиться. Организаторы обычно оплачивают абсолютно все. Это перелет, проживание, даже медицинскую страховку. Требуют знания английского языка на высоком уровне. Ну а местный язык страны вы можете, в принципе, подучить по мере проживания, потому что они даже предоставляют вам бесплатные языковые курсы. Вот. Для подачи заявки нужно отправить анкету с их сайта, нужно отправить свое резюме, мотивационное письмо на английском языке, где вы укажете, что отличает вас от других кандидатов. Если вам нужна помощь с составлением, то пишите мне вот сюда вот ниже в комментариях или в моем инстаграме напишите, и я помогу, потому что я занимаюсь, оказываю помощь с этими услугами. Сферы деятельности для волонтерства могут быть самые разные. Это может быть культурная, спортивная сфера, это может быть уход за престарелыми, защита окружающей среды, образование. В общем, выбирайте все, что вам нравится. Ну и напоследок могу порекомендовать вам еще несколько волонтерских организаций, куда вы можете обратиться уже прямо сейчас, чтобы начать свой путь волонтера. Если вы проживаете в Москве, то обратите внимание на организации Мосволонтер и на Ассоциацию волонтерских центров РФ. У них проходит довольно много акций, поэтому можете посмотреть на их сайтах, может быть, в чем-то заинтересуетесь. Если вы живете в Волгограде, то смело рекомендую волонтерский центр «Прорыв» Волгоградского госуниверситета. Это как раз-таки тот центр, где я начинала. А из международных посмотрите программу добровольцев ООН. Но учтите, они берут только если вы от 25 лет и старше. Вот. И вообще с международными организациями нужно быть осторожными, потому что очень многие организации предлагают свои услуги, но вы должны будете заплатить за участие в программе. Иногда это выходит очень дорого, от $1000 за неделю. Я считаю, что волонтерство немножко не об этом, когда вы едете работать за бесплатно, еще и платить должны. Это немножко странно. Вот так вот. В целом это все, чем я хотела с вами поделиться. Если это видео вам понравилось, если оно было для вас хоть чуточку полезным, дайте знать, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Но если остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, я обязательно на все отвечу. Приглавали.
тесты на личные качества, личностные, да, или личные, потому что объекты потихоньку достраивали, собирали подарки на Новый год.